Смотрите, у нас получилась вот такая вот красота, шикарная просто шапка. Это шапка из пуха норки, связана в 2 отворота. Смотрите, какая она пушистая получается, просто невероятно. Мы ее называем как розовое облако. Пушистая и объем. Стильно и красиво смотрите, вы будете очень неотразимы. Ну и, конечно же, вы можете выбрать цвет, который вам нравится, который вам хочется. Присоединяйтесь к вязанию, будем вязать вместе. Вы находитесь на канале Анлис. Мы будем с вами вязать вот такую великолепную шапку из пуха норки в 2 сложения на обхват головы 55-56 сантиметров. Для этого вам понадобится 3 мотка пряжи пуха норки и 3 дополнительные нитки. Будем вязать в 4 сложения, то есть и будем использовать 3 пуха норки и 3 дополнительные. Но вязать будем, еще доставая ниточку из серединки. Будем вязать спицами номер 6 на вот такой небольшой леске. Полностью вместе от спиц и леска составляет 40 сантиметров. Очень удобно вязать. Вот из этого моточка мы достанем из серединки ниточку. Она будет у нас 4-я в вязании. Из одного мотка делаем 2 нитки. И потом вяжем в 4. Вот так соединяю каждую. Вот смотрите, я сложила наши ниточки. Спица номер 6. Вот так я набираю петли, завожу спицу. И вот так вот набираю 77 петель. Набрали мы 77 петель. Сейчас мы 77-ю и 1-ю замкнем в круг. Вот так. Ниточку подтягиваем и начинаем провязывать лицевыми и изнаночными. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжем резинку 1 на 1 90 рядов или 45 сантиметров. Вот так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вязали мы в 1-й ряд. Теперь 2-й ряд точно так же, лицевые и изнаночные. Ничего не меняем. Где у нас лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные провязываем. Лицевые и изнаночные. Вот так вяжем. Смотрите. Довязываем мы с вами 3-й ряд, ничего не меняем, также лицевые и изнаночные, 4-й ряд, и все последующие ряды до 90-го ряда мы вяжем лицевая и изнаночная по рисунку, ничего не меняем. Лицевая, изнаночная. Вот смотрите, вот такая уже красота получается. Уже даже видно, начинает распушаться пушочек. Как бы я так пользуюсь. Связала 20, вешаю маркер, еще 20, еще маркер вешаю. А так я продолжаю также вязать изнаночные, лицевые. Вот я уже столько провязала. Ничего не меняется. Вот, вяжу, продолжаю. То вот смотрите, связано у меня более 40 рядов. Вот такая красота получается. Вот я говорила, что я помечаю маркером
Вот здесь у меня 40 рядов. Вяжу до 90 рядов. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вяжется легко. Такую шапку можно связать в любом цвете, из любой пряжи. Но пух норки красив тем, что у него после стирки очень много пушка. Красиво смотрится. Довязав 72 ряда, у меня практически кончился один моток, из которого делали 2 ниточки. Вот. Что мы делаем? Мы отрежем пополам, потом каждую эту ниточку, сейчас отодвину, чтобы видно было, вот так вот разделяем каждую ниточку, потом распушаем, вот так. Можно пальчиками помочь себе. Каждую так делаем. Со второй стороны точно так же. Вот она разъединяется. Вот. Вот так вот. Теперь что делаем? 2 мотка, которые остались, у них находим серединку. Теперь точно так же разъединим. Вот. И здесь вторую точно так же. Возьмем воду. Теперь соединим наши кончики вот таким образом. Я ложу. Вот. И теперь беру воду и скручиваю таким образом. Вот. Абсолютно соединение происходит. Все, точно так же и эту сторону. Ложу, прикладываю вторую ниточку. Вот. Смачиваю водой. Все, нить абсолютно прочная. Можем вязать дальше. Точно так же сделаем и с этим мотком. Нить соединили. И теперь можем продолжать наше вязание. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Абсолютно не видно наше соединение. После стирки петельки наши выровнятся. Ниточка после стирки еще больше соединится.
Вот абсолютно не видно, что у нас было соединение петелек, ой, ниточек. Все. Вяжем, непрерывно вяжем до 90 рядов. Осталось немножечко. Вот связали мы с вами 90 рядов. Теперь давайте измерим сантиметром, сколько у нас получилась шапочка сантиметров. До убавок это я делаю. У меня 40. Так, сейчас положу. 45 сантиметров. Вот 45. Вот 45. Теперь что делаем? А теперь мы будем, у нас эта шапочка в 2 отворота. Раз, два. Мы ее так подвернем потом. И будем теперь делать наши убавления. Что мы делаем? Одну лицевую провязываем. И теперь все время нужно, чтобы была изнаночная первая, вторая лицевая. Вот таким образом мы 2 вместе провязываем. Изнаночная первая, лицевая вторая. Провязываем 2 вместе. И так мы закрываем полностью все, что у нас есть. Все петельки из изнаночной и лицевой делаем лицевую. Вот таким образом у нас должны быть все теперь лицевые. Делаем до конца. И потом будем вязать 5 рядов лицевыми петлями. Сейчас мы делаем закрытие наших петелек. Ниточку стараемся всегда подтягивать, если вы ее не перемотали в моточек, чтобы ничего нигде потом не торчало, не висело. Подтягиваем, чтобы все было ровненько, чтобы петельки все красиво ложились. Вот так почти сделали мы наши убавки. Лицевую и изнаночную вместе. Вот все, последняя была убавка. Я вешаю маркер. И сейчас нужно провязать лицевыми 5 рядов. Просто лицевыми 5 рядов. Вот таким образом мы провязываем 5 рядов. Вот. 1, 2, 3, 4 и 5. В 5-м ряду, когда мы провяжем, мы точно так же сделаем убавление уже 2 лицевых. Провязали, маркер я снимаю. Теперь вы можете взять либо дополнительную вот такую спицу носочную, начать вязать убавки, то есть сокращать, да, вот так 2 вместе лицевой, либо взять для удобства можно точно такую же спицу на леске, и ей можно тоже спускать, как кому удобно, так и сделайте. Вот теперь убавим еще каждую лицевую. Вот так беру и убавляю, сокращаем петельки. Вот так. 2 лицевые вместе, 2 лицевые вместе, 2 лицевые вместе. Потом ниточку обрежем и каждую петелечку спустим
Сейчас покажу как. Вот так вот 2 вместе провяжем. Вот так, чтобы было. По 2 вместе. Видите? На этой у меня, на носочной спице я сделала убавки по 2. Теперь беру эту спицу, потому что той уже неудобно. Теперь на той, которую я вязала, просто беру и вот так вот тоже провязываю 2 петелечки вместе. Вот. И все. И практически мы с вами сделали, сократили все петельки. Мы на финишной прямой. Вот осталось 2 петельки. Все, провязали их вместе. Вот, все. Теперь мы ниточку обрежем. Вот так нитку обрезаю. Все, наша шапочка готова. Теперь что делаю? Беру и каждую теперь петельку просто вот так снимаю. Раз. И сбрасываю. Вот так вот. И сбрасываю. Вот так. Беру и сбрасываю. Вот так еще раз беру. И вот так снимаю каждую петельку, пока у меня все петельки не снимутся на вот эту вот ниточку. Вот таким образом снимаем наши петелечки. Смотрите, стянули мы нашу макушку. Вот она у нас вот такая получилась. Теперь в дырочку я засунула нашу петельку, вот эту ниточку. Я ее затягиваю вот так. Затянула. И потом делаем, ищем вот петельку первую. Петельку нашли. Вот. Теперь беру и вот так вытаскиваю через эту петельку. Еще потом подтягиваю и теперь делаю узелок. Вот. Из петельки вытаскиваю веревочку вот эту и потихонечку, чтобы там ничего не спустилось, затягиваю. Затянула. Все зафиксировала. Теперь крючком спрячем вот эту ниточку. Мы ее спрячем и все. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот такая у нас шапка получилась. Шапка постирается. И будем носить с удовольствием. Вот смотрите. Уже видно вот пушок такой. Распушилась при вязании. Сейчас постираем, ниточки и петелечки все выровнятся и будет идеально. Спрячем хвостик крючком. Вот этот. Вот так в косичку. И все. Шапка готова. Вяжите, носите с удовольствием. Ставьте лайк, подписывайтесь.